Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Спасибо, что смотрите мои видео. Меня зовут Борсук Олег Михайлович. Репортаж веду из Республики Адыгея, город Майкоп. Скоро закончу очередное свое творение. Ну и хотел бы поговорить о дополнительных устройствах к основному, к мангалу. Ну и также покажу вам, как устроен конус. То есть и познавательное видео будет, и информативно насыщенно. С чего начнем? С того, что ко мне очень часто обращаются заказчики или подписчики: Олег Михайлович, нужен проект, мангал, печь под казан и духовка, или коптильная камера, или же тандыр. Когда высылают мне размеры данной беседки, или место, где собирается расположить все эти устройства, выясняется, что там места хватает только для мангала и для печи под казан. Они делают под свои размеры беседку. Вот в частности, хороший пример: мангал с печью под казан «Мария». В городе Белореченске я выполнял. Там ограниченное место было, 2,20 всего ширина была беседки. Длина позволяла, но надо было именно в торец беседки установить мангал с печью под казан. Мангал я максимально уменьшил, и также, чтобы сохранить его размеры комфортные для пользования, и печь под казан разместить. Это многие люди заливают фундамент и также делают беседки, исходя из 2-3 метров. Скажу вам, размеры мангала с печью под казан плюс мойка, или стол, это минимум 3,5, минимум 3 метра надо. Вернемся к коптильной камере. Параметры коптильной камеры — это минимум 75 сантиметров. Это вообще минимум. А еще по-хорошему надо еще здесь пол кирпича положить, здесь пол кирпича. То есть выходит около метра где-то ширина коптильной камеры, этого шкафа. Плюс дополнительно очень сложное устройство дымоходов. Коптильная камера должна работать в холодном режиме и в горячем режиме. Значит, в горячем, понятно, там поставил ящик с опилками, костер разжег, все это горит, коптится, это все ясно. А вот холодного копчения так уже не сделаешь. Там уже надо систему колодцев делать, чтобы дым за прохождение по дымовым каналам отдавал свою энергию, тепло и остывал. У меня на даче пока мангала нету. Это все в будущем. Поверьте мне, печник, по крайней мере я, без мангала не останусь. Тандыр я уже себе тоже купил. То есть у меня есть и казан чугунный на железной печке, коптильная камера есть, и тандыр тоже есть. Тандыром я просто балдею, я с тандыром. Также люди просят: Михайлович, сделайте мне 3D-проект, и так, чтобы у меня стоял там тандыр, то есть кирпичный тандыр. Вот к чему я теперь хочу вернуться. По поводу размещения тандыра. Тандыр кирпичный или керамотандыр — это тоже дело каждого, покупать готовый или же делать из кирпича. В любом случае, ребята, вам надо будет заботиться о дымоходе для тандыра. Потому что когда горит тандыр, пламя бывает до 3 метров достигает, именно сам огонь. Не говоря уже о жаре, который идет из этого тандыра. Поэтому хоть керамический, хоть кирпичный дымоход в первую очередь. Или зонд какой-то делать над тандыром, или же закрывать его крышкой, к нему подключать какой-то дымоход. В общем, об этом все равно надо будет заботиться. Но вот если у вас нету, опять же таки, места для тандыра, то купите себе готовый. Поставьте его рядом, приспособьте там какой-то колпак с отводом, дымоотводом. Хочу вам сказать, что вы будете чаще всего пользоваться этот мангал, печь под казан и тандыр. Тандыр, он многие вещи заменяет. То же самое духовка, считайте, только в вертикальной загрузке. Конечно, если вы из кирпича выложите, у вас толще стены будут, он будет более массивным таким, что ли, вы его протапливаете. И долгое время можете жарить там. Но это
6 сантиметров толщина стенки. Протапливаю около 1,5 часов, это минимум. Кирпичный тандыр. Площадь кирпичную надо прогреть. Если вы мало будете прогревать, то продукты у вас не пропекутся, поверьте моему опыту. Поэтому чем толще стены, тем дольше греть придется вам тандыр. И чем больше размеры, соответственно, увеличивается время протопки. То есть неважно, хоть вы килограмм будете готовить, хоть 10 килограмм, протапливать придется вам 1,5-2 часа. Это вот по тандырам. Ну что, подведем такой вот итог этому видео. Если у вас место позволяет, то, конечно, вы можете себе позволить и тандыр, и печь под казан, и мангал, и коптильную камеру. Значит, есть альтернатива, если у вас мало места, вот есть коптильные камеры и есть тандыры. Я с вами на этом прощаюсь. Большое спасибо за внимание. Я желаю вам здоровья, успехов, благополучия и долголетия. С вами был Борсук Олег Михайлович, город Майкоп, Республика Адыгея. Всем пока.